Что мне понравилось? Почему Александр Башлачев с его песнями в моем личном хит-параде из ниоткуда вспрыгнул прямо на первое место, впереди того же БГ, Макаревича, Майка, Рыженко, и, там, Мамонова и кого бы то ни было. Во-первых, конечно же, качество стихов. Стихи были у него абсолютно виртуозные. Прекрасная работа со словом. Стихи очень тонкие, очень смешные, при этом очень умные. Кстати, смеялся я, сползая по дивану, там вот были эти вот такие юмористическо-сатирические песни типа «Подвиг разведчика», «Слез симпозиум районных городов». И стихи эти они были абсолютно вот железобетонно-профессиональные. В частности, скажем, Башлачев использовал вот то, что тогда очень любили модные наши подпольные и полуподпольные поэты, постмодернисты, там, скажем, Леша Дедуров, Виктор Корки и так далее. Он очень много использовал цитат. Ну, то есть некоторые песни «Душа обязана трудиться на производстве кирпича», они вообще все состояли из цитат из известных произведений классических, народных, попсовых и так далее. Вот. Но это был лишь один из приемов, а вообще он словом владел абсолютно виртуозно. Во-вторых, конечно же, песни были хороши и в музыкальном отношении. Об этом редко говорят, то есть все, как правило, естественно, видят в Башлачеве в первую очередь поэта великого и гениального, но музыка, мелодичность его песен также были абсолютно на уровне. И в этом смысле я, скажем, считаю, что он превзошел своего кумира Владимира Высоцкого, у которого все-таки, как правило, песни были, ну, конечно, потрясающие, но это было умца-умца. У Башлачева были шикарные совершенно мелодические находки. Кстати говоря, вот я вспомнил как раз о бардах. Есть один такой популярный спор о Башлачеве, был ли он рокером или бардом. Во-первых, я считаю, что это в принципе не слишком важный вопрос. Потому что главное то, и с этим спорит мало кто, что он был великим, гениальным поэтом. Я считаю, что Башлачев был рокером по нескольким причинам. Во-первых, он сам себя считал рокером. Он слушал рок-музыку, он ее любил, он ее до некоторой степени даже изучал. У него, скажем, дипломная работа в университете была про Джима Моррисона и группу Doors. Во-вторых, он по тусовке был рокером. Это тоже очень важно. Потому что очень часто бывает, что тусовка как бы определяет, позиционирует человека, а не человек примыкает к той или иной тусовке. Есть, скажем, некоторые барды, которые очень близки к рокерам, скажем, Тимур Шаов, даже в музыкальном отношении. Есть некоторые рокеры, которых не отличить от бардов. Там, скажем, Костя Никольский. И таких вообще довольно много, надо сказать. Но при этом по тусовке Шаов принадлежит к бардовской тусовке, ко всей этой, значит, поющейся поэзии, Грушинским фестивалям и так далее. Вот. А вот всякие эти рокеры, бард-рокеры, они принадлежат к рокерской тусовке с рок-фестивалями, электрогитарами, прочее, прочее. Вот Башлачев, при том, что играл на акустической гитаре, он, несомненно, принадлежал к рокерской тусовке. И третье, и самое главное, это то, чем в первую очередь рок отличается от бардовской песни, этой туристической. Энергетика. По вот этому энергетическому уровню, по этому запалу он, конечно, был абсолютным рокером. Никакой вот этой вот бардовской вялости и задумчивости у него и в помине не было. В этом смысле его можно было сравнить с единственным как бы бардом, хотя я его тоже бардом не считаю, это с Высоцким. Рокерство Башлачева не вызывало ни малейшего сомнения. Они приехали с Ленькой Парфеновым в Москву где-то примерно спустя месяц. Саша Башлачев жил у меня дома, но у меня квартира, в общем-то, была большая довольно. Леня жил в
гостиницы Центрального телевидения, и тогда произошли, значит, первые квартирные концерты Башлачева. Я их организовал у всяких своих приятелей, поэтов, музыкантов и так далее. Первый концерт был у Сергея Рыженко, скрипача «Последнего шанса», а впоследствии еще и скрипача «Машины времени», а также лидера недолго существовавшей группы «Футбол». Этот концерт, кстати говоря, я записал. У меня тогда был редчайший такой аппаратик под названием Sony Walkman, записывающий со стереомикрофоном. И вот на этот самый Sony Walkman я записал первый концерт, первый московский концерт, да, в общем-то, фактически и вообще первый концерт Александра Башлачева на квартире Сергея Рыженко. Кстати говоря, этот концерт вышел на пластинке, по крайней мере, на компакт-диске. По-моему, Коврика с Гапеевым его выпустили. Это вообще единственная пластинка, которую я целиком от начала до конца записал. Приехав в Москву, Башлачев привез еще несколько потрясающих новых песен. В частности, песню «Лихо». Это вообще одна из любимейших его песен у меня. «Если б не терпели, по сей день бы пели, а сидели тихо, так разбудили лихо. Ветер продувает терема палаты, головой кивает хуй из-под заплаты». Гениальная совершенно песня, абсолютно просто вот про сегодняшнюю Россию один в один. И еще одну потрясающую песню он привез вот тогда же в конце 1984 года, свой первый московский тур. Это песня «Некому березу заломати». «Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы об широты наши смурные. Искры ваших искренних песен к нам летят, как пепел на плесень. Вы все между правдой и ложью, а мы все между волком и вошью». Гениальная песня совершенно про как бы взаимоотношения русского и всяческого цивилизованного Запада. Ну и еще какие-то потрясающие песни он привез. Вот так вот завязалась наша дружба. Из Москвы он поехал в Питер, там тоже выступил, там он познакомился и подружился с Юрой Шевчуком. Ну и дальше потом вот так вот он жил такой кочевой бродячей жизнью. Были в его жизни некоторые события, в том числе и трагические. Родился у него сын Ваня в конце 1985 года и умер тут же. Да, на этом, пожалуй, мы закончим.